Ее голос дрожал, а глаза были полны слез и отчаянной мольбы. «Папочка, прошу тебя, оставь хотя бы крошечный кусочек мыла». Вцепившись в край его камзола, будто в последнюю надежду, принцесса плакала и умоляла разрешить ей помыться. Но по приказу короля ванну, тазы и даже кувшины уже вынесли из ее покоев. Слугам же строго-настрого запретили греть воду и приносить принцессе Александре мыло. Теперь это стало недоступной роскошью для дочери короля. Людвиг I Баварский вовсе не был жесток, он принял это решение от отчаяния. Король с болью в сердце наблюдал, как его дочь доводит себя до изнеможения. Одержимость чистотой давно перестала быть для нее безобидной привычкой. Александра требовала готовить ей ванну снова и снова, по нескольку раз в день. Она подолгу сидела в горячей воде, а затем с такой неистовой тщательностью терла кожу, будто пыталась стереть с себя нечто невидимое. До боли, до покраснения, до кровоточащих ссадин. Девочка появилась на свет в мире, где для нее уже все было подготовлено: богатство, лучшее воспитание, высокое положение в обществе и, несомненно, светлое будущее. Александра родилась в 1826 году в замке Йоханнесбург, в семье короля Баварии Людвига I и королевы Терезы Саксен-Гильдбург-Гаузенской. В детстве она была тем самым ребенком, на которого смотрят с умилением и легкой гордостью. Александра росла в окружении музыки, книг и строгих правил. Ее воспитание было безупречным, как и подобало баварской принцессе. Она обладала блестящим умом, знала языки, интересовалась литературой и имела утонченный вкус. Она с легкостью переводила французские романы и даже писала собственные очерки и стихи. Но 8-й ребенок в семье и 5-я дочь, ни наследница, ни обремененная ожиданиями престола, была скорее украшением династии. С ранних лет она выделялась особенной, почти неземной красотой, в которой не было вызывающей яркости, лишь мягкий свет, словно исходящий изнутри. В ее чертах сочетались мягкость и благородство, лицо казалось слишком правильным и слишком нежным для реального мира, а взгляд, ясный и чуть задумчивый, привлекал к себе внимание с первых минут. Миловидная принцесса была любимицей отца. Людвиг I, страстный почитатель античности и женской красоты, видел в Александре живое воплощение своих эстетических идеалов. Восхищенный ее обликом, он пожелал запечатлеть этот образ навсегда. По его заказу придворный художник Йозеф Карл Штиллер написал портрет юной принцессы для его знаменитой галереи красавиц. На полотне Александра предстала в белом, почти невесомом платье, расшитом тонкими кружевами. Ни драгоценностей, ни тяжелых украшений, лишь веточка с нераспустившимися бутонами в волосах, как символ еще не тронутой жизни юности. Ее образ с кротким взглядом и едва уловимой улыбкой, скрывающей внутреннее смятение, казался воплощением чистоты и безмятежности. Глядя на этот портрет, трудно было усомниться в том, что принцессу ждет блестящее будущее, где есть все, что можно только пожелать. Когда Александре исполнилось 24 года, при дворе заговорили о ее возможном браке. В 1850 году к принцессе проявил серьезный интерес Луи Люсьен Бонапарт, представитель знаменитой семьи и племянник Наполеона Бонапарта. Он образован, умен и не лишен обаяния, осторожно заметила одна из придворных дам. И к тому же Бонапарт, добавил кто-то с улыбкой. Сам Луи Люсьен проявлял живой интерес к Александре. В его письмах, сдержанных, но теплых, чувствовалось уважение и даже некая мягкая привязанность. Говорили, что он был очарован ее необычной, почти неземной красотой. Это был бы блестящий союз, способный укрепить позиции Баварии на шахматной доске Европы. Людвиг I, хоть и недолюбливал Бонапартов,
понимал весомость этого предложения. Но все же король ответил решительным отказом. Его смутило не только то, что жених уже состоял в браке и развод грозил громким скандалом, но и куда более серьезные обстоятельства – это состояние здоровья дочери. О том, что Александра страдает душевным недугом, знали лишь в узком семейном кругу, и эту тайну тщательно оберегали от посторонних. Болезнь проявила себя не сразу. Все начиналось с безобидных, на первый взгляд, странностей. Принцесса испытывала какую-то болезненную одержимость к чистоте и порядку. «Все должно быть на своем месте», — говорила она своей гувернантке, аккуратно складывая перчатки. «Иначе становится тревожно». Она подолгу принимала ванну, стремясь к безупречной свежести. Затем часами могла рассматривать складки своего платья, проверяя, не осталось ли на нем хоть малейшего пятнышка. А платье она носила исключительно белого цвета, потому как только на них, по ее словам, можно было сразу заметить любую грязь. За эту привычку ее вскоре прозвали «белой принцессой». Сначала это казалось ее милой особенностью, слуги даже посмеивались над этим. Но со временем эти странности стали принимать более тревожный характер. Еще в возрасте 20 лет Александру начала преследовать навязчивая фантазия. Она была убеждена, что в детстве проглотила хрустальный рояль. «Тише, ради всего святого, тише! Не подходите так близко, Луиза. Разве вы не слышите, как звенит воздух?» Александра замерла посреди залитой солнцем галереи мюнхенской резиденции. Ее руки, тонкие и прозрачные, как лепестки альпийского эдельвейса, были прижаты к груди. Она не двигалась, боясь даже вздохнуть. Служанка, застывшая в нескольких шагах, растерянно прижимала к себе свежее постельное белье. «Ваше высочество, это всего лишь сквозняк, задел хрусталь на люстре», — мягко ответила девушка. «Нет, это не так». Александра покачала головой, и ее огромные, полные тайной печали глаза наполнились слезами. «Вы разве не знали? В детстве я проглотила рояль. Большой и тяжелый рояль из чистейшего хрусталя. До сих пор этот хрупкий инструмент находится внутри меня. И если я сделаю резкое движение, или если кто-то из вас неосторожно заденет меня плечом, то он разобьется, и 1000 осколков вонзятся в мое сердце». Этот страх стал частью ее повседневности. Она стала ходить на цыпочках, стараясь двигаться медленно и осторожно. В дверные проемы принцесса входила боком, избегая резких поворотов. И никто уже не мог с уверенностью сказать, где заканчивается странность и начинается болезнь. Врачи, приглашенные ко двору, пытались объяснить ее состояние. «Это всего лишь воображение и чрезмерная впечатлительность», — вторили они друг другу. Но никто не мог предложить настоящего лечения. Они считали, что странные фантазии принцессы и болезненные ощущения собственной хрупкости напрямую вызваны внутренним страхом. Страхом утраты невинности и нарушением целостности, будто человек в любой момент может разбиться под давлением внешнего мира. С этим страхом также переплеталась и ее навязчивая тяга к чистоте, почти маниакальная потребность сохранять не только тело, но и саму себя в безупречном и нетронутом состоянии. Александра верила, что грязь – это не просто пыль, а некая духовная энтропия, способная разрушить ее целостный мир. Она могла менять перчатки 10 раз за утро и требовала, чтобы все ее книги были обернуты в белоснежную бумагу. «Доктор», — обратилась она однажды к своему бессменному врачу, который продолжал наблюдать за ее состоянием. «Вы когда-нибудь замечали, как пятно на скатерти мешает мыслить? Кажется, что мир распадается, когда в нем появляется изъян. Сегодня подобные проявления
назвали бы признаками обсессивно-компульсивного расстройства. Но в XIX веке это выглядело просто как странность, которая постепенно становилась пугающей. Принцесса приказывала готовить ванну не меньше 3 раз в день, а иногда и больше. Она подолгу оставалась в ней, а затем с таким усердием терла кожу, будто пыталась стереть нечто невидимое. На ее теле появлялись красные следы, тонкие царапины, а иногда и болезненные ссадины. Но ей казалось, этого недостаточно. «Я все еще чувствую грязь», — шептала она, глядя на свои руки. «Она все равно остается». Слуги боялись ослушаться, но все чаще переглядывались, когда принцесса снова велела греть воду. В конце концов, король Людвиг I был вынужден вмешаться, запретив дочери мыться. Рыдая как ребенок, она умоляла отца отменить запрет или хотя бы позволить ей кусочек мыла, словно в нем заключалось ее единственное спасение. «Нет, пожалуйста», — она шагнула к нему, забыв о своей осторожности. «Ты не понимаешь, я должна, иначе». «Иначе что?» — жестко спросил он. Александра замолчала и отступила. Ванну вынесли в тот же день, а слугам запретили греть воду и приносить принцессе мыло. Многие полагали, что болезнь принцессы усилилась после громкого скандала, потрясшего Баварский двор. Король открыто возвысил свою фаворитку, актрису и танцовщицу Лолу Монтес. Людвиг одаривал ее титулами, богатством и привилегиями, вызывая бурю негодования в знатном обществе и недоумение народа. Александра, единственная из дочерей, кто на тот момент еще жила рядом с отцом, особенно остро переживала происходящее. Для девушки, болезненно чувствительной к вопросам чистоты, не только телесной, но и нравственной, этот эпизод мог стать серьезным психологическим потрясением. Впрочем, болезнь дала о себе знать задолго до этого происшествия и, вероятнее всего, имела наследственный характер. Это было не случайное отклонение, а часть более глубокой, наследственной истории. После этого о замужестве принцессы больше не говорили. Понимая, что ее жизнь не сложится так, как у других женщин ее круга, Александра нашла способ общения с миром через литературу. В 1852 году был опубликован ее первый сборник рассказов и эссе «Рождественская роза». Уже через год вышли воспоминания, мысли и очерки, а в 1856 году книга «Полевые цветы». Она писала о природе, о чистоте детской души и о тихих радостях веры. Ее слог был изящным и меланхоличным, словно она переносила на бумагу те самые хрупкие вибрации своего внутреннего стеклянного инструмента. Помимо этого, она занималась переводами с французского и английского языков и весьма успешно. Ее произведения находили своего читателя, хорошо продавались, а издатели с готовностью принимали ее новые работы. Имя белой принцессы постепенно стало ассоциироваться не только со странностями, но и с литературным талантом. Так, в мире слов, где все подчинялось ее воле, она смогла создать ту гармонию, которой так не хватало в реальности. С течением времени болезнь не исчезла, она лишь отступала, словно волна, чтобы затем вновь напомнить о себе. Она уже не властвовала над Александрой так безраздельно, как прежде, но и не покидала ее окончательно. Врачи не оставляли попыток понять природу ее странных видений, искали истоки в детских впечатлениях, в чрезмерной чувствительности и в случайно услышанных сказках, которые, по их мнению, могли исказиться в воображении впечатлительного ребенка. Но медицина того времени была бессильна перед подобными состояниями. Сама же Александра, словно стремясь обрести опору, обратилась к иному пути. Ей удалось убедить отца назначить ее настоятельницей королевского капитула Ордена Дам Святой Анны в Мюнхене и Вюрцбурге.
Это была особая религиозная община, созданная для знатных женщин, желавших найти убежище, чтобы посвятить себя благотворительности и духовной жизни, не принимая монашеского пострига. «Я не могу быть счастливой, как другие, но могу быть полезной», — сказала она тогда. И сдержала свое слово. Несмотря на все свои причуды, принцесса стала одной из самых уважаемых женщин Баварии. Ее дни проходили между мюнхенскими дворцами и делами милосердия. Она организовывала помощь бедным, устраивала столовые и собирала средства для нуждающихся. Ее благотворительность была адресной и глубокой. Она не просто жертвовала деньги, она вникала в судьбы подопечных, переписывалась с сиротами и поддерживала молодых художников. В этих заботах было что-то спасительное. Ведь чужая боль не пугала ее так, как собственные страхи. Напротив, помогая другим, она словно обретала внутреннюю опору, пусть даже хрупкую. Смерть ее отца, короля Людвига I, в 1868 году стала для нее не просто личной потерей, а окончательным разрушением того защитного купола, который он так старательно выстраивал вокруг своей любимицы. Король, который обожал ее хрупкость, был единственным, кто по-настоящему понимал ее эстетическую одержимость. После его смерти Александра оставалась в монастыре, окруженная своими книгами и невидимыми страхами. Ее уход из жизни был таким же тихим, как и последние годы жизни. Александра Амелия Баварская скончалась 21 сентября 1875 года, в тот же день, что и ее младший брат Адальберт. Ей было всего 49 лет. Ее болезнь долго оставалась семейной тайной. О ней не говорили вслух, не упоминали в официальных хрониках. Но история рода не смогла скрыть этого навсегда. В династии Виттельсбахов вновь и вновь проявлялись душевные недуги, в разных обличиях, но с одинаковой тенью тревоги. Елизавета Баварская страдала от тяжелой меланхолии, и ее сын Рудольф Австрийский не смог справиться с внутренними демонами. А Людвиг II Баварский вошел в историю как человек, чья мечтательность и страсть к грандиозным замыслам были сочтены безумием. Импульсивность, печаль и эксцентричность – все это, словно нить, проходило через поколения. Александра не стала великой правительницей и не изменила ход истории. Но ее жизнь, тихая, полная внутренней борьбы, осталась свидетельством другого мужества. Мужество жить, когда мир внутри тебя кажется хрупким, как стекло. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, поставьте лайк. Мы также будем искренне рады, если вы подпишетесь на наш канал. Благодарим за внимание, до новых историй.